Всем привет! Сегодня мы будем готовить куриные крылышки в медово-соевом соусе. Это очень вкусно. Ну, я думаю, кто готовил, знает, а те, кто не готовил, очень советую попробовать. Понадобится нам для его приготовления мед, чеснок, соевый соус, растительное масло. Это для соуса или скорее для маринада. Это самое основное. Все остальное только по вашему желанию. И куриные крылышки, ну, примерно килограмм, ориентируйтесь. Меда я беру такую одну большую столовую ложку бугром, потому что он у меня не очень жидкий. Если у вас будет более жидкий, то это 2 столовые ложечки. К нему нам нужно добавить чеснок. Чеснок добавляется по вкусу, это 2, 3, 4 зубчика, то есть все по вашему желанию. Пропускаем его через пресс. Сюда же мы добавляем растительное масло, 2-3 столовые ложечки. Соевый соус, примерно 100 мл нам понадобится. Теперь сюда по желанию можно добавить черный перчик. Я вот прям совсем чуть-чуть добавляю. И опять же, по вкусу, по желанию можно добавить обычную горчицу. Можно в зернах взять. То есть все обязательное такое мы добавили. И вот это уже по вкусу идут такие добавочки. Вот это все нам нужно хорошенько перемешать. И обязательно попробуйте. Если посчитаете нужным, можно еще досолить. Я, честно говоря, не досаливаю никогда, потому что для меня это вполне соленый соевый соус сам по себе. Все хорошенько перемешиваем. Все, маринад у нас готов. Мы его оставляем пока настояться. Будем заниматься крылышками. Крылышки мы помыли. Теперь мы их подготавливаем. Вот эти вот кончики, на них мяса практически нет, и они будут у вас при жарке гореть, поэтому мы их обрезаем. Либо, если хотите, можете вообще целиком сделать все крыло. Я делаю из кусочков. Вот этот мы обрезали. Теперь вот эти две сдвоенные части нам нужно также разрезать. Делаем вот так. Подрезаем вот эту кожуру. Крыло выворачиваем в обратную сторону. И вылезает вот этот сустав, вот так косточку сразу видно. И по этой косточке уже легко ее разделить. Будем жарить вот такие вот маленькие кусочки. Они и готовятся быстрее, и маринуются быстрее. Вот таким образом разрезаем все крылышки. Готовые крылья заливаем маринадом. Естественно, все это тщательно нам нужно перемешать, чтобы каждое крылышко здесь промариновалось. Его нужно оставить постоять, ну, минут 10, 20, 30, если есть время. Если совсем не хотите ждать, то можно сразу готовить. Духовку теперь можно включить до 200 градусов. Пока духовка прогреется, и крылышки у нас уже подойдут. Подготавливаем противень. Нам понадобится еще пергаментная бумага. И я дополнительно смазываю растительным маслом. Курочка у нас промариновалась. Теперь мы ее выкладываем на пергамент. Духовка тоже уже разогрелась. Все готово. Теперь мы крылышки ставим в духовку. Готовятся они примерно 30-40 минут, где-то так. Больше будет, наверное, зависеть от размера. Если у вас будут такие толстенькие, то они подольше готовятся. И еще хочу посоветовать, если у вас есть функция верхнего гриля, то в самом конце, когда крылышки уже будут готовы, включите хотя бы там на пару-тройку минут, у курочки будет такой красивый, румяный, глазированный, наверное, вид. Все, ставим. Крылышки у нас готовы. Теперь их можно переложить в тарелочку. Вот такие красивые они у нас получаются. Вообще абсолютно замечательно смотрится на праздничном столе. Хотя достаточно такое простое блюдо. Можно и каждый день готовить просто на ужин. Подаются они, с любым гарниром, с каким вы обычно курочку
подаете макарошки, пюре, все по вашему вкусу. Если вы будете готовить на праздник, то еще хочу посоветовать, если вот, ну, будет у вас возможность. Сейчас покажу. Я вот немножко поджарила кунжутных семечек. Вот просто так немножечко их посыпать. Вот на столе просто очень красиво будет смотреться. И такой достаточно пикантный вкус приобретают сами крылышки. Вот такая красота. Ну, безумно вкусно. Обязательно попробуйте, приготовьте. Всем спасибо. Приятного аппетита. Пока-пока.